И много ли товару взял? Так нет же никого в таможне. Кому платить неизвестно. Хочешь? Мы заплатим золотом. Я мзду не беру, мне за державу обидно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Шавлюк на канале Юрексперт. Сегодня мы с вами поговорим на тему налогообложения и почему налоги платят только бедные люди. Уже ни для кого не секрет, что налоговая система Украины создана таким способом, чтобы налоги миллиардеры попросту не платили. Вместе с тем, воровство на государственном уровне дошло до своего апогея. Уже только по тем данным, которые есть сегодня в распоряжении общества, так сказать, наглое, ничем не прикрытое воровство составляет 60 копеек с каждой бюджетной гривны. К сожалению, до сих пор в Украине есть так званые юристы, которые вообще не понимают, что они советуют людям. А именно, они советуют все-таки платить налоги и ни в коем случае не пользоваться теми налоговыми законными, подчеркиваем, законными методами их неуплаты. Для особо одаренных напоминаем, что налоговая система Украины создана таким способом, при которой, если вы будете платить налоги, то вы будете еще и в долгах. То есть никакого заработка не хватит, чтобы реально уплатить все налоги. Почему так происходит, мы неоднократно рассказывали в своих видеороликах. На нашем канале об этом налоговом рэкете создан целый плейлист. Обязательно перейдите и посмотрите его. Еще раз напоминаем, все налоговые законы, в том числе налоговый кодекс Украины, создается Верховной Радой Украины. Да, друзья, вам не послышалось, у нас уже давно нету никакого парламента, у нас есть исключительно Верховная Рада. И чем больше украинский народ будет продаваться за гречку и другие продукты питания, тем хуже он будет жить. Неужели непонятно, покупая и рассыпая вам гречку, этим продажникам нужно будет возвратить ее? Само собой понятно, что не просто возвратить, но и заработать. Ведь если просто забрать то, что отдали, какой смысл тогда баллотироваться в Верховный Совет Украины? Помни, если тебе дали 100 гривен, то заберут как минимум 2500. Хотя о чем мы говорим? Если украинский народ привык брать 100 гривен, чтобы потом заплатить 2500, пожалуйста, делайте это, но потом не плачьте, что у вас власть не такая и чиновники вас обворовывают. А теперь внимание на экран и посмотрите, каким способом власть обворовывает наш украинский народ, который, кстати, продается за эту вот гречку. Может, посмотрев наше видео, вы все-таки перестанете давать хабари и продаваться за халявных 100 гривен. Почти 53 миллиарда гривен было украдено с таможни и налоговой службы за год. Далее, с аграрного сектора было украдено и выведено в офшоры 1,5 миллиарда. Больше 350 миллионов было украдено и списано на неэффективное управление экстремальной медицинской помощи. Так вот, перечень этого, что украли красиво, он бесконечен. Но итоговую цифру мы с вами знаем, ее уже нам озвучивали. 60 копеек с каждой гривны воруется из нашего бюджета. Нашей адвокатской команде очень интересно, что теперь скажут так званые приверженцы налогового кодекса Украины. Будете дальше пропагандировать свое налоговое сдырництво? Или покаетесь и признаете, что налоговое законодательство – это узаконенный рэкет, а бюджет Украины – это решето, а налоги – это вода. Сколько бы вы ни лили в это решето, ничего не будет. Другими словами, ничего не останется. Еще раз напоминаем, вы платите налоги за все, начиная от воды, заканчивая объектами недвижимости. А теперь ко всему вы еще будете платить новый налог на газовые трубы. Потом на очереди налог на свет, на трубы, по которым идет поставка воды. Потом на трубы канализации. Ну и в завершении этой адской налоговой системы в ближайшем будущем также будет
будет введен налог на воздух и на солнечный свет. А напоследок сядьте и посчитайте, сколько вы должны будете уплатить за вот тех 100 гривен, которые вы когда-нибудь взяли. Как жаль, что наш народ привык жить по принципу «куда все, туда и я». И даже не задумывается о том, что такого понятия, как «все», вообще не существует, так как, употребляя это слово «все», люди говорят о своем окружении. А какое окружение у таких людей? Такое же, как и они. У бомжей свое окружение, у бизнесменов свое. Поэтому понятие «все» у бизнесменов вообще не сравниваются с понятием «всех» у бомжей. Вот и подумайте, кто для вас все. Мы прекрасно понимаем, что слушать правду неприятно, но правда, она всегда восторжествует, о чем четко свидетельствует вся история. Так что, получая что-то бесплатно, всегда помните, что так или иначе вам придется заплатить, но цена может быть очень большой, поэтому старайтесь платить людям за их услуги, ведь все законы мироздания четко гласят, если человек что-то получил просто так, то это у него заберется. И не просто это, что он получил, будет отобрано, но и в сотни раз больше. Жаль, что наш украинский народ забыл такие простые, проверенные тысячелетиями истины. Мы вас очень сильно любим, дорогие друзья, поэтому и говорим вам правду в глаза. Ведь именно правда сделает вас свободными, ибо мир лежит возле. Не забывайте подписываться на наш канал, обязательно жмите палец вверх, ведь именно такие простые действия наших зрителей вдохновляют нашу команду на создание новых полностью бесплатных видеоконсультаций. Помните, только активные люди достигают успеха в жизни. Так что обязательно пишите свои комментарии под нашими видео и задавайте вопросы, если у вас они есть. С вами, как всегда, был ваш покорный слуга Александр Шавлюк на канале Юрексперт. Увидимся в комментариях и в следующих видео. Я тебе дам 100 миллионов. Старая Катерина. А ты что, действительный, вот подпись и печать. Министр финансов и адъютант Папандопула из Одессы. На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я тебе еще нарисую.